Привет, Волгу! Сегодняшняя лекция по Битриксу называется «События и агенты». Это одна из самых интереснейших тем в Битриксе, как я считаю, потому что вот тут проявляется то, что в Битриксе сделано действительно очень даже неплохо. Очень интересные инструменты. Как показывает практика, делать события агента гораздо веселее и интереснее, чем просто менять верстку у компонентов, у шаблонов. Поэтому, давайте же скорее приступать. Лекция уже выложена на сайте. Вот она. Видео, раз вы смотрите, тоже выложено. Должен сегодня, 1 апреля, выложить. Да, я знаю, что у кого-то сейчас, как сказать, каникулы, но давайте все равно не выбиваться из графика. Битрикс довольно обширная тема. Посмотрите это видео после каникул. Вообще не проблема, я считаю. Ваши лабораторные работы после записи видео буду проверять. То есть это будет часа в 4 сегодня. Соответственно, завтра уже утром можете заходить, смотреть, результаты будут. Понеслась. Не быстро, но понеслась. Что такое событие? И вообще, что часто называют понятием события? Потому что есть на свете события, есть обработчики событий. И когда говорят события, подразумевают обычно обработчики. Сейчас об этом давайте по порядку. Bittrex, как мы помним, состоит из модулей. Модули лежат в папке Bittrex Modules. Даже есть marketplace у Bittrex, и там продаются все те же самые модули. Не те же, что в ядре. Модули сторонних разработчиков, которые и вы можете тоже разработать. Вполне это вам по силам. К тому же 3-й курс Bittrex в принципе посвящен разработке собственного модуля. И эти модули не такие, что прям монолитные, что в них ничего нельзя поменять. Они кодились неглупыми людьми. И, соответственно, в них есть некие точки расширения, места, в которые можно добавить свой код и как-то поменять это поведение. Допустим, модуль инфоблоков отвечает, задумайтесь, за какое количество страниц в админке и какое количество методов в API он отвечает. Это создание типов инфоблоков. Это и админка, и все методы API. Создание инфоблоков, опять же, админка и API. Создание разделов и элементов, а это не только админка API, здесь уже есть свои страницы импорта, экспорта, есть свои компоненты, работающие со всем этим. Достаточно большой объем кода написан в модуле инфоблоков. Модуль инфоблоков вообще один из самых больших, один из самых сложных модулей вообще. И, конечно же, было бы очень, очень неправильно со стороны Bittrex оставить его закрытым. Его можно расширять, и расширение модулей инфоблоков, соответственно, и других модулей тоже, называется событиями. Вообще, события – это лишь один из способов кастомизировать как-то поведение модуля или компонента. Есть какие еще есть пути? Эти варианты есть, но они все имеют свои плюсы и минусы. Самый простой вариант – это самый плохой вариант, сразу скажу. Вот самый плохой вариант, но зато самый быстрый. Это влезть непосредственно в ядро, какой-нибудь там нужный вам файл, и там поменять одну строчку. Вот очень бывает часто нужно. Вот одну строчечку всего, одну строчку поменяй, и все будет хорошо. Но так делать нельзя. Почему? Потому что, когда прилетит, то есть вы в своем Битриксе залезли в этот модуль, поменяли там эту строчку, все, сайт работает. И, наверное, это будет чересчур помпезно заявить, что весь сайт ваш строится на том, что вы в одном месте ядро переписали. Но представим себе, что действительно на этом завязана какая-то очень важная функция. Допустим, оформление заказа для интернет-магазина. Вот представьте, что теперь, после того, как вы влезли в ядро, ваш самый большой ночной кошмар – это установка обновлений. Почему? Потому что с обновлением в Bittrex может прилететь новая версия этого файла. А она прилетает не как div, не как патч. Это просто новый файл. И в этом новом файле вашей правки, разумеется, не будет.
Соответственно, когда эта правка применится, ваша правка удалится, и все, на чем строился ваш сайт, отключится. Поэтому, если есть такие проекты большие, в которых без этого вообще никак, и там все изменения в модуле ядра прям-таки чуть ли не система контроля версий туда загоняют. Потому что это нормальное на самом деле решение. Если вам какой-то файл важен, то знать обо всех его изменениях, загнав его под гид. Или же можно просто в отдельном документе описывать все изменения ядра и потом после обновлений идти смотреть, что эти изменения не перезатерлись. Это очень плохой вариант. Сразу о нем сказал, сразу сказал, что он плохой. Не надо его использовать, но он есть. Есть гораздо более умные, но при этом, да, хлопотные варианты. Если мы говорим про модуль, на самом деле второй вариант – это событие. А если мы говорим про компонент, допустим, вас что-нибудь раздражает в компоненте news detail или каталог section. Допустим, банальная задача, у компонента каталог section list нет постраничной навигации. Если у вас 200 разделов, то пользователь получит сразу все 200 на экране. Если вам очень нужна постраничная навигация, то у вас есть ровно два варианта. Это первый – скопировать этот компонент себе, это и называется кастомизацией, в свое пространство имен и там внести правку, либо вносить правку в сам компонент, который битриксовый. Если вы вносите правку в битриксовый компонент, вы получаете ту же проблему, что и при влезании в ядро в модуль. Одно из обновлений, непредсказуемо какое, может быть следующее, а может быть то, которое выйдет через 2 года, принесет вам антиправку, вернет все на круги своя. Постраничная навигация пропадет. Второй вариант, если вы скопировали компонент к себе и что-то в нем сделали, он на первый взгляд идеальный. Но посудите сами, вы ничего не ломаете в Битриксе, обновления вам не страшны. Вы точно знаете, что никто этот код не модифицирует. Казалось бы, идеальный вариант. Но у него есть один маленький недостаток. Маленький недостаток проявляется очень редко, но, как это бывает, если он проявляется очень редко, то это очень больно потом кому-то. Я о чем говорю? Я говорю о том, что, вдумайтесь в эту фразу, никто не будет модифицировать этот код. А код компонентов битриксовых кое-кто все-таки модифицирует. Сам битрикс, когда вы устанавливаете обновление. То есть, если по сути, вы делаете форк. Те, кто пользуется репозиториями, знают, что такое форк. Это такой вбоквилл, когда вы берете какой-нибудь популярный инструмент, делаете от него копию, такой клон, и начиная с какого-то момента вы развиваетесь по своему пути. При этом основной репозиторий, основной инструмент может кем-то развиваться, сотнями других людей, идти по своему пути. Вот у вас тут что-то очень похожее. Вы берете компонент Bittrex, зафиксированный в какой-то конкретной точке времени, сегодняшний, вот сегодня Bittrex версии 20.0. какой-нибудь 1, вот вы берете компонент именно из этой версии, копируете его себе. Завтра выйдет обновление, которое добавит в этот компонент кучу новых фишек. Но так как вы его уже скопировали сегодня, вы не получите этих фишек. Баги, которые завтра будут исправлены, сегодняшние, тоже у вас останутся. Соответственно, если однажды у вас возникнет необходимость затянуть к себе в компонент что-то, что давным-давно добавил Bittrex, вот тут и может произойти по закону Мёрфи неприятность. Если она может произойти, она произойдет. Вот и здесь. Наверняка Bittrex что-то настолько полезное вкрутит в этот модуль, что вы без него будете как без рук. А когда вы начнете сравнивать версию современную компонента и ту, которую вы когда-то скопировали, вы, во-первых, не поймете, где ваша правка, а где чужая. Это можно решить, если вы корректно будете пользоваться гитом. Для справки я скажу, что когда вы что-то копируете из Bittrex, то вам нужно 2 коммита, чтобы это поменять. Первый коммит – это скопированный компонент, вот прям в том виде, в котором он был в Bittrex. А вторым коммитом вы уже начинаете все свои правки. То есть минимум 2 коммита, а по-хорошему должно быть много. Но первый коммит – это всегда as is. То, что скопировали, то и закоммитили. Таким образом, оба этих варианта, вариант влезть в ядро всегда плох, это вариант даже не B, и не V, и не G,
какой-то вариант «я», самый последний инструмент. Если больше ничего не подходит, то влезать в ядро, осознавая все риски и предупреждая, конечно, о них всех заинтересованных в работе сайта людей. Вариант норм – это использовать кастомизацию. Скопировали компонент или унаследовались от битриксового класса. Иногда это подходит. Ну, вот с компонентами это работает прям на ура. Это основной метод кастомизации компонентов. А с модулями не получится. Вот, допустим, нужно вам, чтобы при создании элемента инфоблока отправлялось письмо. Вариант какой? Только напрашивается на ум влезть в код создания элемента инфоблока и где-то там добавить отправку почтового письма. Плохой вариант. Вот чтобы таких плохих вариантов было меньше, в Bittrex система событий и была разработана. События берутся не просто так из воздуха. На самом деле, после того, как вы познакомитесь с одной стороной событий, обработчиками, будет не лишним залезть в какой-нибудь не самый страшный метод Bittrex, используя сайт bxapi.ru, там все исходные коды Bittrex есть. Ну или в вашей инсталляции Bittrex залезть в папку Bittrex Modules, в какой-нибудь модуль и посмотреть, как эти события испускаются. Так вот, это не следующее, то, что я скажу, то, что вы видите на этом слайде, это не догма, это не обязательство, скорее это рекомендация. Правило хорошего тона при разработке. Если у вас есть некое действие, допустим, у вас метод удаления элемента инфоблока, то хорошим тоном считается, прежде чем удалить его на самом деле и спустить событие, которое будет называться on before, а дальше название, что, собственно, происходит, iBlock элемент delete. Потом, если все обработчики, если ни один обработчик не отменил удаление, собственно, удалить из базы данных, а затем вызвать все обработчики события on after, ну, то есть before перед, after после. On before вызвали до, on after вызвали после. Вызвать событие on after, iBlock элемент delete. И так, в принципе, с любым действием в Bittrex, не только в модуле инфоблоков и не только с сущностью элемента инфоблока. На создание пользователя, например, тоже есть свои события, удаление. На 3 базовых операции, как правило, но это не является правилом, это просто статистика. Статистика показывает, что процентов у 60 в самых важных сущностей Bittrex есть эти события. On after что-нибудь и on before что-нибудь. Под что-нибудь подразумеваются 3 базовых операции. Создание сущности, изменение сущности, удаление сущности, но никогда не выборка сущности из базы данных. То есть может быть событие on after delete, on after create, on after update, но on after get list не бывает, и иногда даже жалко, что не бывает, потому что, очень за несколько лет один раз вот такое событие я бы не отказался получить. Вот был один случай, когда очень этого хотелось сделать. Что важно в этих событиях on before и on after? Опять же, я еще раз повторю, что это не правило. Событие может называться иначе. Даже в этой презентации у нас, насколько я помню, будет пример с событием, не называющимся on before и on after. События on before, они получают значение по ссылке. Это амперсанд. Я надеюсь, вы в PHP уже сталкивались с таким. Если вам передали в функцию или в метод значение по ссылке, то вы можете его внутри функции или метода поменять, и после завершения функции там снаружи у того, кто вас вызывал, значение будет измененное. А события on after, если и получают какие-то значения, то получают копию. Можно их менять, ни к чему это не приведет. Что важно понимать о событиях? Есть само событие, которое называется, допустим, вот как в нашем примере пару слайдов назад, удаление элемента инфоблока. Вот это событие. А есть обработчики события. Вернее, будет так сказать. Событие – это в этом примере не само удаление, а момент перед удалением – это событие, и момент
сразу после удаления. Вот два события. Соответственно, по каждому из этих событий может быть несколько обработчиков. Не один, не два, сколько угодно. Как это реализуется, мы посмотрим, когда дойдем до API. На самом деле, если заглянуть в код, что я вам настоятельно рекомендую, вы увидите следующее. Bittrex лезет в два разных места и спрашивает, а ну-ка, верни мне все зарегистрированные обработчики для удаления элемента инфоблока on before. Bittrex рассчитывает, возвращает, метод в этом модуле вызывает их все один за другим, проверяет, как они реагируют на происходящее. Они ведь могут отменить удаление или как-то поменять данные. Если никто не отменил удаление, то Bittrex удаляет, вызывает события on-авто. События on-авто уже никого не слушают. Они уже все вызываются. Если он before отменил само действие, то тут зависит от конкретного события. Иногда on-авто уже и не вызывается. Логично, если вы в on-before какое-то действие сказали, нет, не надо его делать, то и действие не выполнится, и событие сразу после этого действия тоже не произойдет. А в некоторых методах on-авто все-таки вызывается, но в него каким-то образом приходит явный признак того, что событие было отменено. Но тут раз на раз не приходится, надо просто пробовать или смотреть в исходный код Bittrex. Такие мелочи в документации не упоминают. Что важно про эти события? Это не просто шаблон компонента, про который вы довольно много знаете. Он будет работать в публичной части, иногда вы даже знаете, на какой конкретно странице, иногда вы даже знаете, что к нему будут иметь доступ только админы, или только оптовые покупатели, или только анонимные покупатели. Про on-before и on-after вы такого сказать не сможете. Мой любимый пример – это создание элемента инфоблока. Вот задумайтесь, сколькими способами и в каком контексте может происходить создание элемента инфоблока. Вариант первый. В админке вы нажали кнопочку «Добавить элемент», у вас открылась детальная страница элемента. Заполнили поля, нажали «Добавить». Пожалуйста. Это первый контекст. Это админка, это детальная страница элемента. Второй вариант. В списке вы тоже можете, ну ладно, насчет создания не уверен, но вот апдейт. Апдейт может быть и в админке на детальной странице какого-то товара на карточке. Товар, новости, элемент инфоблока. А можно отредактировать в списке. А можно отредактировать в списке, просто нажав кнопочку «Активировать», «Деактивировать». Это, по сути, тоже апдейт. Это уже третий вариант, и все они в админке. Вариант следующий, четвертый уже получается, импорт. В админке есть раздел импорт данных из CSV. Есть раздел импорт данных из XML. И там, опять же, возможно создание элемента. Это уже четвертый, пятый вариант. Шестой вариант. В публичной части может располагаться компонент iBlock, элемент addForm. Его часто используют для сильно кастомизированных форм обратной связи. Вместо того, чтобы слать письмо, вы на самом деле создаете элемент в инфоблоке. Он хорош тем, что там можно задать любое количество полей, в отличие от компонента MainFeedback. MainFeedback всего их два. Имя, email и ваше обращение. А если вы создадите инфоблок обратной связи, там можно хоть 20 полей, и переодеть компонент будет вам почти как MainFeedback. Форма обратной связи. Вот, это еще один способ создать элемент. Ну и, конечно же, нельзя забывать про любые сторонние операции с API. Вы можете сделать свой импорт, свой конвертер данных из одного типа в другие. И вот их вариантов сколько? 6-7 получается. Вы не знаете наверняка в событии, откуда вас будут вызывать. Вас могут вызвать как минимум из админки и из публички. И это действительно разный контекст. Дело в том, что когда вы находитесь в админке, вы, если кто-то дошел уже до многосайтовости, вы не знаете, на каком вы сайте. Админка при многосайтовости на доменах у всех одна. Соответственно, понятие ID сайта отсутствует. И это может быть важно, если вы собираетесь письма, например, отправлять. Когда вы отправляете письмо, вы говорите, я хочу отправить письмо
почтовый шаблон называется так, ID сайта, какой ID сайта, если вы находитесь в админке? У вас может быть 10 сайтов, у каждого свой шаблон, но вам же нужно выбрать как-то. И в админке вы этого не сделаете. Это стоит учитывать, когда вы разрабатываете обработчики событий. Более того, что самое веселое, формат входных данных в обработчик тоже может различаться в зависимости от того, где и что, кто и где вызывает этот самый метод API, который вызывает событие. В общем, отсюда вывод. Всегда тестируйте вообще всегда тестируйте свой код и особенно тестируйте в разных условиях свои обработчики. Из админки пытайтесь это сделать, из публички, анонимным пользователям, админам. Всегда разными пользователями в разных условиях тестируйте. И когда ходите, тоже, если вы в событии используете внезапно какую-то константу, которая обязательно есть только в публичке, то погодите, не спешите, подумайте, как это переписать, чтобы этой константы не было. События on before и on after – это уже такая продвинутая тема. Если задуматься, как устроен Bittrex, на самом деле вызываются на одном и том же хите. Допустим, вы в админке нажали кнопку «Удалить элемент», пошел запрос к серверу, в этом запросе он сначала вызовет on before удаление, потом будет удаление, потом будет on after удаление. После этого он закончится, страница у вас перезагрузится. То есть on before и on after сработали на одном хите. Это знание вам может помочь. Если какие-то данные нужны в событии on after, но они там по какой-то причине уже недоступны, у вас есть вариант в on before запросить их, где-то придержать, не в базе данных, а когда сработает on after, достать их уже оттуда. Самый яркий пример – это какая-нибудь каскадность удаления или уведомления. Допустим, вы удаляете элемент, а там есть email пользователя. И нужно при удалении на этот email ему отправить. Например, извини, товарищ, твоя заявка, которая у нас висит, она удалена. Но как это сделать, если, внимание, в событии onAuto приходит только ID-шник удаляемого элемента? А вот так. И не приходят те свойства. Если вы полезете в onBefore, отправлять почту, то вы можете попасть в глупую ситуацию. После вашего onBefore может произойти масса вещей. Может произойти вызов другого события, другого обработчика onBefore, который отменит. Может сама база рухнуть или просто не справиться с вашим запросом одним конкретно вот этим. И тогда удаление фактического не произошло, а письмо вы отправили. Неудобненько. Получается дилемма. В onBefore данные есть, но событие еще не произошло. В onAfter событие уже произошло, но данных нет. Вот потому мы здесь и собрались, потому я про это и говорю, что в onBefore вы можете эти данные сохранить где-нибудь, а в onAfter их вытащить уже из этого самого где-нибудь. Под этим где-нибудь я подразумеваю две вещи. Потому что про глобальные переменные вы должны запомнить хорошо, их использовать нельзя ни в коем случае. Они усложняют тестирование, они усложняют понимание, они усложняют сопровождаемость кода. У Bittrex, к сожалению, есть несколько глобальных переменных. Это DB, User Application, User Field Manager. В общем, несколько глобальных объектов, но они от них отказываются. Они от них тоже отказываются постепенно, медленнее, чем хотелось бы. Не надо на них смотреть, надо смотреть на других. А в новом ядре, допустим, у Bittrex много появилось объектов, разработанных по классу с паттерном singleton, одиночка. Это специальные классы, у которых можно создать только один объект. У них закрытый конструктор, но есть статический метод создать инстанс. А за счет того, что конструктор скрытый, никто не может написать снаружи new и наплодить 3 элемента. Ему нужно вызывать метод статический create, а статический метод create уже ведет там подсчет, сколько элементов создано, вернее, сколько объектов, и нужно ли создать или нужно вернуть уже созданные ранее. И вариант,
получается довольно сложную я вам идею предлагаю. Вместо того, чтобы написать global имя переменной, я вам предлагаю написать целый класс, реализующий паттерн. Сложно, неправильно, наверное, пушкой бить по воробьям. Есть вариант попроще. Как правило, вам же нужно передать данные между событиями onBefore и onAfter какого-то одного и того же действия. А значит, у этих двух событий одинаковый модуль. Как правило, в нашей разработке, у нас в компании Intervolta, мы делаем класс под все обработчики одного модуля. Допустим, у нас есть класс iBlock, Event Handlers, обработчики событий модуля iBlock. И там один метод – это один обработчик. Соответственно, а как передать данные между двумя методами одного класса? Это статические методы, соответственно, это статические поля. В onBefore в статическое поле записали, в onAfter из статического поля прочитали. Все просто, изящно и понятно. Код внутри обработчиков события onBefore и onAfter может быть совершенно любым. Вот все API Bittrex, которые есть, у вас доступны. Кроме там специальных вещей, которые доступны только в шаблоне компонента. Сразу скажу, что делать эхо внутри обработчика события и там выводить какую-то верстку, вот это тоже не надо делать. Это возможно, но это очень странно. Не надо делать эхо. Как правило, в обработчиках событий, если посмотреть, для чего они нужны, используются всякие запросы к базе данных. При создании какой-нибудь записи в одном инфоблоке пойти и сделать запись в другом. Классика. Если вам не хватает полей, которые вы получили в своем событии, допустим, наш пример с onBeforeDelete, вы можете этот айдишник взять, залезть с помощью GetList в базу данных и вытащить все нужные для вас поля. Внутри onBefore, еще раз повторяю, это момент перед выполнением самого главного SQL-запроса. Если это onBeforeDelete, перед удалением. В момент onBefore данные еще есть. onBeforeCreate перед созданием данных еще нет. onBeforeUpdate данные еще в старом виде, еще никто их не обновил, но вот-вот обновятся. Внутри событий можно использовать get-листы, апдейты, эды, делиты, но будьте с этим очень-очень аккуратны, потому что прислушайтесь, посмотритесь в слайд. Если вы по событию обновления элемента инфоблока вызываете метод обновления элемента инфоблока, и если вы его неправильно напишете, то, понимаете, у вас будет бесконечная рекурсия до тех пор, пока уровень вложенности PHP не закончится, и вы не получите фатальную ошибку. То есть нельзя вызывать действие, которое приведет к вызову этого же обработчика. При апдейте не надо вызывать апдейт, при удалении не надо вызывать удаление, при создании не надо вызывать создание. А если вам очень нужно, допустим, при создании в одном элементе, в одном инфоблоке создать элемент в том же, допустим, или в другом инфоблоке, очень ответственно к этому отнеситесь, добавьте все возможные проверки, прежде чем делать самое вот это роковое действие. Если это разные инфоблоки, пример вообще замечательный. Просто проверяйте ID инфоблока создаваемого. Это, в принципе, полезно, ведь инфоблоков-то может быть у вас сотня. Вы же должны реагировать на создание только одного элемента только в одном инфоблоке, а не всех. Поэтому первым делом проверили инфоблок, а потом уже вызвали то, что вам нужно. А если вам почему-то нужно в том же самом инфоблоке делать, то вам нужно завести какой-то признак того, что сейчас то, что обработчик один уже запущен. Простой вариант – это как использовать какие-то совместные ресурсы. В курсе операционных систем в политехе это преподается, не знаю, как в Волгу. Технология очень похожа на то, что называется мьютексами. Это некий флажок глобальный, который вы выставляете, когда зашли в обработчик. Обработчик начинается, вы проверили флажок, выставили его и делаете свой код. Как только закончили, вы его сняли. Соответственно, если выйдет так, что до конца вашего обработчика этот обработчик кто-то попытается вызвать еще раз, то у вас стоит проверка флажка. Если флажок уже поднят, то есть какая-то глобальная булевая переменная установлена в true, вы ничего не делаете, вы пропускаете.
Вот, про мьютексы подробнее, если надо, расскажу. Напишите. Или сами найдете. Довольно простая вещь. Предназначение событий on before, это я проговаривал недавно, еще раз закрепим, для предотвращения каких-либо действий. On before может сказать «нет, не надо». On before delete – нет, не удаляй. On before update – нет, не обновляй. On before create – стоп, не надо ничего добавлять в базу данных, у нас и так записи достаточно. Это первое предназначение. Второе – манипуляция данными. Это гораздо более интересная вещь. Допустим, у вас в инфоблоке собираются номера телефонов. Вот в событии on before вы можете посмотреть на номер телефона, который вам прислали. Если он совсем некорректный, допустим, у вас есть поле phone, но тип у него строка, и вы договорились все друг с другом, кто заинтересованы в работе сайта, что сюда будет писаться номер телефона в формате 8, а потом номер телефона без пробелов, без каких-то знаков, кроме цифр. Так вот, если вам, допустим, пришел номер телефона, начинающийся не с восьмерки, а с семерки, или плюс семерки, или плюс восьмерки, вы, наверное, можете это понять, конвертировать, ну, то есть как раз манипуляция данными, подменить один номер телефона на другой и сохранить успешно. А если вам почему-то в номер телефона кто-то прислал, не знаю, число 1 или написал корова, это вообще не похоже на номер телефона, вы можете отменить создание в базе и даже ошибку можете нормальную вернуть, мол, люди, нормальные данные записывайте, все будет хорошо, а пока нет. А события on-авто нужны для реакции на стопроцентно произошедшее действие. Опять же, пример с созданием. Допустим, вам нужно отправить смс-ку человеку. Вот, отличный пример. Вам нужно проверять телефон на корректность и отправлять смс-ку после создания, сказав, ну ладно, это будет совсем уж очевидно, если я попрошу айдишник пользователя отправлять на сайте. Ведь айдишник появляется только в событии on-авто. Вот как раз эта задача делится между двумя обработчиками. On before – это проверка телефона, on after – это уже отправка приветственной смс, когда номер телефона точно есть, когда запись точно создалась, когда у пользователей точно есть аккаунт на сайте. Две ссылки на самые нужные события главного модуля и модуля инфоблоки. Вам в помощь. Не благодарите. В Битриксе, как я уже неоднократно заявлял, существует процесс перехода от старого ядра к новому. Они сосуществуют. Какие-то вещи пока есть только в старом, какие-то только в новом, а какие-то и так, и так могут. Вот события, самые важные события, это главные модули инфоблоки, они пока что написаны, и сами модули почти целиком на старом ядре, и события у них на старом ядре. На новом ядре написано исключительно события ORM своих сущностей и модуль интернет-магазин. Он хорошо так переписан на D7, его уже непонятно, если открываешь исходный код, значит D7. Поговорим сначала о старых событиях, как с ними жить. Есть два способа объявить Битриксу, провозгласить, что у вас есть свой обработчик, который вы очень хотите, чтобы вызывался. Вариант номер один – это… Секунду. Вариант номер один. Если у вас есть свой модуль, то вы при установке этого модуля в базу данных идете и регистрируете там свой обработчик. Если у вас нет своего модуля, вам нужно вызывать функцию add event handler. И вы должны эту функцию вызывать на каждом хите. Регистр модуль dependencies один раз при установке, add event handler каждый раз, когда любая страница открывается, на которой это событие нужно. Неважно, какой из этих двух способов вы выбираете, чтобы зарегистрировать обработчик, нужно указать следующее. Модуль, испускающий события. Это блок для инфоблоков, main для главного модуля. Название испускаемого события, а название вот по тем ссылкам можете как раз посмотреть.
Это как раз вот то, что начинается со слов on before и on after. Вам нужно указать callback, код обработчика события. Используется два основных формата. Либо это просто имя, строчка, в данных строка, и в этой строке название функции, которую нужно вызвать. Либо это массив из двух строчек. Первая строчка – это название класса, вторая строчка – это название метода этого класса, который надо вызвать. И сорт. Порядок выполнения обработчика. По умолчанию он равен 100, числу 100. И если вы не указываете ни у каких обработчиков это число, то они вызываются вот по мере того, как вы их подключали. Первый подключился, первый выполнился. Метод регистр модуль dependencies, чем они, собственно говоря, отличаются таким? Почему регистр надо один раз, а event handler каждый? Да потому что регистр модуль dependencies срабатывает при установке модуля и записывает данные в таблицу. Таблицу BD, которая называется очень неочевидно B модуль to модуль. Как раз зависимость между модулями, по сути. И когда Bittrex ищет обработчики, он смотрит и в таблицу, и в другое место, а другое место – это массив в оперативной памяти в PHP глобальный, который называется, я не помню, как называется, честно говоря. Но в этот массив добавляются записи, когда вызывается add event handler. Собственно, в этом месте объединяются обработчики, зарегистрированные в базе данных, и динамически через add event handler. Очевидный способ делать что-то на каждую бхити, написать это в init.php или в файлике, который там где-то подключается в init.php. У вас на экране пример подключения события, обработчика события. Мы подключаемся к модулю main, слушаем событие on before user login, то есть прямо перед тем, как пользователь будет авторизован. А если on before, сразу вспоминаем, как правило, обозначение по ссылке, как правило, мы можем отменить или изменить данные. Дальше название обработчика. Это класс и метод. Метод должен иметь уровень доступа public и быть статичным. Если посмотреть документацию, то в такой метод, в такое событие приходит один параметр, это массив. Этот массив будет содержать ключ логин и, возможно, ключ паспорт. Надо смотреть документацию. В примере мы смотрим только на одно единственное поле. И что мы тут делаем? Если человек пытается зайти с логином guest, мы выдаем ему ошибку. Про выдачу ошибок это вообще большая, хорошая тема. Тут она затронута. Я, честно говоря, когда писал название лекции на первом слайде, не думал, что мы будем говорить про исключения, но про них просто невозможно не сказать, потому что это неотъемлемая часть старого ядра Bittrex. Только это не настоящее исключение. Еще раз посмотрите внимательно, как именно завершается обработчик с ошибкой. Объявляется Global Application, вызывается метод throwException и делается return false. Это в случае, если нужно прервать. Если не нужно прерывать, то return true или вообще ничего можно не писать. Но вообще ничего не писать в одной ветке, а в другой делать return false, это не очень красиво. Метод должен всегда возвращать один и тот же тип данных. Во всех случаях. Соответственно, если в одной ветке есть return false, буль, то и во всех остальных ветках тоже должен быть буль. Поэтому return true тут стоит, но он ни на что не влияет. Bittrex проверяет только на false булевую. Выбрасывается исключение, но это не настоящее, пластиковое это исключение. Надеюсь, вы все знаете технологию исключений в больших серьезных языках, например, джавовские исключения, которые делаются конструкцией throw, new, exception, а чтобы его поймать, окружается подозрительный блок кода конструкцией try-catch. Так вот, когда Bittrex, предположительно, история была такая, предположительно, когда Bittrex начинал делать свои исключения, либо в PHP оно еще было не до конца стабильно, либо его вообще не было, либо кто-то не знал про это.
Я склоняюсь к варианту, что оно работало в PHP нестабильно. PHP не так давно стал смотреть в сторону больших, хороших языков программирования и идти к ним, объектно-ориентированным. Так вот, в Bittrex разработали два метода. ThrowException – это метод, это не конструкция языка, это не настоящее исключение, его нельзя try-catch'ем отловить. Это просто метод. ThrowException и GetException. И все это у глобального объекта application. Вот есть один application, вот в нем есть поле exception, его можно задать через ThrowException, хотя никакого throw выбрасывания не происходит, он просто в свое поле записывает ошибку. И getException – это getter. По сути, setter и getter. Все, вот вам и вся технология исключения Bittrex, старого ядра. Нужно, чтобы кто-то где-то узнал про события, написали throw. Нужно получить, проверили get. Так как это не настоящее исключение, то вам после вызова throw нужно сделать return, завершить функцию. И причем, как я уже сказал, чтобы прервать, нужно именно false. Если вы сделаете throw и потом throw exception, я имею в виду старое ядро, если вы после этого сделаете return true, то, скорее всего, Bittrex никак не прореагирует на ваш exception. Ему нужно именно два, чтобы было выполнено условие и throw, и return false. И это порождает некий протокол. А те, кто вызывают методы, которые могут закончиться эксепшеном, обязаны всегда проверять успешность через if-else. В этом недостаток вот этого метода битриксового, потому что если бы у нас были настоящие исключения, мы просто где-то на нужном нам уровне написали try-catch, все, и забыли бы обо всем, во всяких проблемах. А здесь нет, здесь так не получится. Здесь вы должны... вот это у нас какое событие было? Before user login. Соответственно, есть метод login или authorize. Authorize у нас есть. Когда вы делаете $user authorize, вы обязаны написать if, потому что метод может закончиться ошибкой. И если у вас сработал false, вы должны будете сделать application, get exception и узнать, что это именно была за ошибка. То есть это как в правоведении, это право и это обязанность, это правообязанность. Если вы реализуете обработчик, вы должны правильно его заканчивать, return true или throw exception, return false. А если вы вызываете API-методы Bittrex, вы должны проверять их на if-else. И если ошибка есть, доставать исключение и кому-то про него рассказывать, выводить пользователя. В новом ядре Bittrex с событиями все намного сложнее. Во-первых, у старых событий может быть сколько угодно аргументов у обработчиков, и возвращаемые значения на самом деле тоже иногда разные бывают. Ну, это просто такое соглашение, что true-false. У некоторых событий, у некоторых, прям у единиц, там можно и массив вернуть специальных данных. Например, событие before index. Так вот, в новом ядре это стандартизировано. Аргументов ровно один. И это Bittrex main event. Из него уже вытаскиваете все параметры, которые нужны. И возвращаться из события, из обработчика, должен тоже объект. Bittrex main event result. И все. Еще и документации толком на все это нет. В общем, в этом моменте быть разработчиком Bittrex сложно. Но тут Bittrex сам себя выручает. Новые события описаны плохо, но новые события есть только у довольно сложных модулей. Это ORM свой, это интернет-магазин. Это, в принципе, настолько сложный модуль, что работать через API с ними будут только очень высокого уровня разработчики. И если вы достаточно высокого уровня разработчик, ну что делать, вы залезете в код, вы разберетесь. Тем не менее, есть пример. Пример выглядит вот так. Чтобы подключить обработчик события, мы вызываем метод со знакомым названием addEventHandler, и даже только теперь это не функция, а динамический метод специального объекта EventManager. То, что делалось
вообще это тенденция нового ядра. Все, что раньше делалось свободными функциями или глобальными объектами, превращается в синглтоны или какие-то классы, какие-то методы каких-то классов. Вот здесь мы регистрируем обработчик события onSaleBasket Что это такое? Это событие перед сохранением корзины пользователя. А сохранение корзины пользователя – это очень универсальное событие. Может произойти буквально по сотне причин. Поменялось количество в корзине, изменилось количество товара на складе, поэтому должно поменяться в корзине. Человек просто удалил что-то из корзины. В общем, что угодно может происходить, и будет срабатывать это событие. Здесь входящий аргумент для обработчика – это, как я и сказал, объект event, а исходящий – это event result. Кода здесь я не стал писать, потому что это был код из реального примера, там пример строк на 300 что-то там делалось. И в лучших традициях ядра D7 ничего не понятно. Слишком много концептов производится промежуточных, и уследить за ними всеми достаточно сложно. Поэтому пока просто запомните, что новые события есть, что ими пользоваться можно, выглядит это примерно так, а когда вы дорастете уже до такого уровня, что вам они понадобятся, тогда уже вы сами сможете во всем разобраться, или тогда приходите ко мне, я вам скину этот злосчастный код, поймете, расшифруете, что там где есть. Вторая часть нашей лекции посвящена агентам. Еще одна интересная технология. Видите ли, сайт – это не только веб-странички. Сайт иногда это еще и какая-то фоновая обработка, какие-то тяжелые операции, которые не видны глазу. Например, это чистка мусора. По интернет-магазину постоянно ходят какие-нибудь спамеры, какие-нибудь левые ребята, какие-нибудь боты, которые заполняют формы, набирают товар в корзину, кликают там какую-нибудь рекламу. И хороший интернет-магазин собирает такие данные, но их же нельзя вечно хранить, те же брошенные корзины. Если для каждого хранить, то база данных вся разбухнет. Поэтому надо периодически чистить брошенные корзины. Допустим, полгода храним, если за полгода человек не пришел, все, прости-прощай. А кто будет это чистить? Это должно быть само. Вот оно само должно происходить, а не какая-то кнопочка для почистки. Кнопочку могут забыть нажать и забудут нажать. Также, так как веб имеет свою специфику разработки, постоянно на сайте куча логов. Логи надо чистить. Файлы, загруженные пользователями, какие-нибудь черновики, тоже надо чистить. В общем, чистить на сайте, тем более большом, есть что. Но кто это будет делать, пока что-то не очень ясно нам с вами. Импорт-экспорт данных регулярный. Допустим, каждое утро нужно затягивать курс доллара с сайта ЦБРФ, чтобы пересчитывать все корректно. Или рассылки каждое утро проводить. Эй, клиент, у нас еще 50 новых товаров, которые тебе наверняка понравятся. Кто это будет делать? Какая веб-страничка за это будет отвечать? Не страничка, это само должно происходить. Вот если вы понимаете, что что-то должно происходить само по какому-то правилу, без явных предпосылок, как у событий, вот и события агенты как раз говорят на то, что оно само происходит. Но только у событий есть какая-то причина явная. Допустим, пользователю должно письмо уйти само, без нажатия на кнопку, но после того, как мы создали запись для него учетную. А агенты, здесь нет никакой причины, или можно даже сказать, причина – это просто время. Допустим, каждое утро, каждую ночь, каждые 2 часа вот такая причина говорит о том, что нам нужен агент. Как это на самом деле работает? Есть 2 способа реализовать агента в Bittrex. Это на хитах и на кроне. Хитом называется любое посещение любой веб-страницы. Bittrex хранит все свои агенты в базе данных. Для каждого агента записано время, когда он должен сработать. Ну а дальше довольно простой запрос. Когда страница открывается, Bittrex лезет в таблицу, говорит: «Эй, все агенты, которым пора на выход, давайте выполняться один за другим, но не больше чем 5 штук. 5 и хватит. Следующий раз остальные 5, 10, 20 выполнятся».
Это порождает интересный эффект. Если у вас много-много агентов, и они все на хитах, ну, они либо все на хитах, либо там только половина. Нельзя точечный агент переключать хит крон. Если у вас агенты на хитах, на сайт никто не заходит, то у первого посетителя спустя там день, два, три, кто зайдет, у первого за несколько дней посетителя на нем сработают большинство всех тяжелых событий. И у него первый хит будет очень медленным. Может 30 секунд подождать, и после этого страница либо вообще не откроется, либо все-таки в конце концов он увидит то, что хотел. А второй хит уже будет прям как все остальные, мгновенно. Это недостаток агентов на хитах. И там есть еще один. О нем, о тяжести. Этот недостаток связан с тем, насколько тяжелые операции вы выполняете. Очень тяжелые операции на хитах, на агенте вообще нельзя делать, только на кроне. А если они сверхтяжелые, больше 10 минут, даже и на кроне нельзя, на агенте. Чисто на кроне. Что такое крон? Это планировщик задач в операционках системы Linux. Он позволяет жестко привязаться ко времени и по какому-то фиксированному времени проверять, а не пора ли делать агенты. Обычно Bittrex настраивается на каждые 5 минут или на каждую 1 минуту. Но можно чаще, чем 5 минут, можно реже. Получается, что на сайт, может, даже никто и не заходит, а агенты работают. Вот в этом прелесть кроны, и не единственная далеко. Посмотреть список агентов можете в публичной части. А вообще еще есть таблица, где можно почти то же самое увидеть. Для каждого агента, для каждой фоновой задачи есть активность. Это довольно простой способ что-то временно выключить. Не удалять его из базы данных, а отключить. Почти у всех сущностей Bittrex есть поле активности. Это хорошая практика, надо и вам в своих сущностях тоже ее использовать. Дата и время следующего планового запуска не значит, что 100% в это время агент выполнится. Если это на хитах, то вообще никакой гарантии никто не может дать. Но это поле надо понимать так. Раньше этого времени ни в коем случае не выполнять. А после когда-нибудь обязательно. Название модуля, код агента может быть в каком-то модуле. Функция агента – это непосредственно PHP-код, который нужно выполнить, когда наступит время. Периодичность агента – это такой холиварный вопрос. Bittrex все время это переименовывает, и он то назывался периодичность, то назывался повторяемость, то еще как-то. Вот сейчас на следующем слайде об этом будем разговаривать. И интервал запуска. Интервалы у Bittrex всегда сдаются в секундах, как время кэширования. Допустим, если у вас стоит интервал 60, это значит, что агент должен вызываться каждую минуту. Но что именно значит каждую минуту? Есть, как я уже сказал, два вида агентов. Периодичность у них есть, имеет два значения. Периодичный или непериодичный. Также их называют как повторяющийся через заданный интервал и повторяющийся точно в указанное время. В общем, все названия не подходят, все названия довольно сложны для понимания. А отличие между тем довольно простое. Представим следующую ситуацию. У нас агент должен вызываться каждый час, 3600 секунд. Но он сам по себе агент занимает 5 секунд. Итого, представим ситуацию. В 12:00 полдень должен запуститься агент. Он запускается в 12:00, работает 5 секунд, а дальше он заканчивает работу, и он должен посчитать для самого себя, а когда в следующий раз ему пора выполняться. Вот если у нас не периодический агент, у которого или повторяющийся просто через заданный интервал, то он берет текущее время 12 часов 5 секунд и добавляет 1 час. Значит, в следующий раз он начнется в 1 час 5 секунд. Проработает 5 секунд, закончится в час и 10 секунд и переставит себя на следующий раз на 2 часа 10 секунд. Запустится в 2 часа 10 секунд, закончит в 2 часа 15 секунд, опять себя переставит вперед. То есть будет такое сползание. Вы его начали в 12, он ровно, а через какое-то время он уже может стоять на 12
часов 30 секунд или на 13 часов 15 минут. В общем, это время будет каждый раз смещаться на 5 секунд. Если же вам нужно вот прям позарез, чтобы ровно в 12:00, ровно в 1:00, ровно в 2 часа 00 срабатывал ваш агент, то вы выбираете повтор в указанное время или периодический агент. Потому что его время запуска считается как назначенное плюс интервал. То есть, если он стоит на 12, то следующий запуск рассчитается как час. Хоть он 5 секунд работает, хоть 30, хоть 1. Всегда это будет неважно. Он должен запуститься ровно через час, и Bittrex постарается, чтобы так и было. Зачем это нужно? Это хороший вопрос. В Bittrex есть некоторые такие вещи, которые нужно фиксированное количество раз делать. Но вот навскидку даже пример не могу назвать. В общем, как правило, большинство агентов не периодические, они не чувствительны к количеству запусков. Их еще когда-то называли чувствителен к количеству запусков и нечувствителен. Другой пример. Агент стоит на запуск каждый час, но на сайт никто не заходил в сутки. Что произойдет, если агент не периодический? Вот он вызовется один раз, и ему будет достаточно. Он посчитает, что ну да, меня целые сутки никто не вызывал, а там аж 24 раза. Ну ничего страшного, я один раз выполнился, мне хватает. А Bittrex может периодический агент будет по-другому считать. Хорошо, вот меня вызвали один раз, но это меня вызвали это первый раз за вчера. А теперь я хочу второй раз за вчера, а потом я хочу третий, четвертый, пятый. И так 24 раза вот только за вчера меня нужно обязательно вызвать. То есть он вызовется ровно столько раз, сколько рассчитано, и при этом между запусками может происходить довольно мало времени. То есть он был каждый час, но вызовется в результате каждые 10 минут. В общем, довольно сложное отклонение от нормы, поэтому, как правило, агенты все не периодические надо использовать. Незачем вам эти проблемы. Как правило, вам нужно просто почаще вызываться, но не обязательно, чтобы вот ровно столько раз, сколько рассчитано. Но важно знать про код в агентах. На самом деле много вещей, связанных с событиями здесь есть, потому что причина у всех примерно одна и та же. Агент, если он срабатывает на кроне, да даже если нет, у них такая особенность, у них может отсутствовать переменная юзер глобальная, пользователь. Причем она может отсутствовать, но это вы можете проверить просто проверкой empty на $user. Но она может и присутствовать, но не быть объектом класса CUser. И это вы через empty уже не проверите, только через instance of. Instance of вам нужно проверять на класс CUser. Две таких проверки. Если вам все-таки что-то очень-очень нужно сделать с текущим агентом, с текущим пользователем в агенте, то создавайте, прям пишите $user равно new CUser, а в конце удаляйте, уничтожайте этого $user. В агентах нельзя проводить авторизацию методом authorize, но я надеюсь, никто и не додумается до того, чтобы кого-то куда-то авторизовывать. Это нужно, чтобы был браузер, авторизовать кого-то, выполнить. Зачем авторизовываться в агенте, вообще непонятно. В агенте может отсутствовать константа site ID, если агент вызывается в админке. Как я говорил в событиях, если вы вызываетесь в админке, у вас неизвестен сайт. Так и в агенте. Он тоже может быть вызван. Если на хитах, то как повезет. Может в публичке, может в админке. Также и с агентами. На многоязычных сайтах заранее нельзя узнать, какой будет язык. Опять же, надо как-то пытаться понять по тем данным, которые в базе есть. И агенты работают, когда они вызываются, Bittrex запоминает время вызова, и если через 10 минут агент не завершился явно, Bittrex считает, что, наверное, он упал и надо его перезапустить. Соответственно, если вам какую-то операцию нужно делать больше 10 минут,
агент вам не подходит. Вам нужно делать отдельный независимый скрипт и ставить его на крон. Это ограничение 10-минутное никак не конфигурируется, оно зашито вот прям в ядре Bittrex, и его никак не обойти. Добавить агент, собственно, самое интересное, как добавить? Через админку, через визуальный редактор и с помощью специального API старого ядра. При создании агента нужно указать название, еще называется в интерфейсе функция агента. Тот код, который, собственно, нужно выполнить. Но вы там не пишете прям весь код, вы только имя функции с точкой запятой и пустыми скобками ставите. Позже. Вам нужно указать модуль, в котором искать эту функцию. Ну, даже не то, чтобы искать, этот модуль надо подключить, прежде чем вызвать функцию. Если у вас никакого модуля нет, напишите там main, ничего страшного, main всегда подключен. Дальше вам нужно указать периодичность, да, нет, для агента, интервал запуска, дату проверки. Ну, дальше после 4-го аргумента, насколько я помню, все параметры не обязательны. Просто знайте, что они есть. Очень редко они используются. Активность, дата следующего вызова и сортировка. Агент тоже имеет свою сортировку, можно как-то влезть вперед очереди. Пример скриншота из страницы «Список агентов». Здесь видно и системные агенты, и кастомные. Обратите внимание, функция агента, тот самый параметр name, это должен быть валидный PHP-код, потому что он и валится. Есть функция eval, которая выполняет PHP-код. Вот туда передается функция. Соответственно, а как функции мы вызываем в PHP? Мы пишем название функции, передаем аргументы, если нет, все равно скобочки ставим и пишем точку с запятой. Все агенты здесь с точкой с запятой со скобками. У некоторых даже аргумент есть. Так что никогда об этом не забывайте. Об этом я всегда говорю, и при прохождении академии все равно кто-нибудь забывает. Но это не очевидно, это сложно запомнить, это нужно несколько раз на грабли эти наступить, прежде чем оно наконец начнет получаться. Еще одна особенность. Код агента, если он не одноразовый, а какой смысл делать агент одноразовым, должен заканчиваться обязательно реторном и возвращать тип данных строка. А строка – это как раз-таки опять же строчка, которая будет вызвана при следующем вызове агента. Пример подключения агента на экране. Мы делаем add agent, делаем его не периодическим, который запускается каждые сутки, раз в 24 часа или 86 400 секунд. Этот агент подключает функцию test-agent. Эта функция отправляет письмо и завершается. Завершается она так же, как мы подключали агент. Строчкой test-agent, скобки, точка с запятой. Это место можно немножечко улучшить, и я всегда призываю именно так писать в своих агентах, использовав магическую константу языка PHP function. Function – это имя текущей функции. Для чего это нужно? Хотя бы для того, чтобы в случае чего при изменении имени функции не пришлось идти в return и там его тоже менять. У вас и так в двух местах оно есть. Add agent и объявление функции. Зачем еще и третье? Вот. Function, и склеиваем его со скобочками и точкой с запятой, потому что function – это только имя функции, никаких аргументов. Рекомендации по агентам. Как правило, в академии агенты, даже в академии, достаточно сложные. Это не 2 и не 3 строчки, как вот я привел на этом скриншоте. Это 100, 150, 200 строк минимум. Соответственно, такой большой кусок кода лучше всего разбить на несколько методов, а методы положить в один класс. Вообще, есть хорошая книга, называется «Чистый код». Как же зовут автора? В следующий раз расскажу.
В общем, у него есть такая точка зрения, каков максимальный размер функции, сколько это строк. Он отвечает так. Хорошая функция должна занимать не больше одного экрана. Соответственно, это строк, ну, наверное, 30, да, сколько там строчек. Больше уже становится трудно читать. Если мы не можем за раз охватить эту функцию, то все, надо ее дробить, надо ее углублять, надо ее упрощать при этом. Ничего страшного в том, чтобы плодить по одному классу на один агент, нет. В этом только благо. У вас будет кусок кода, отвечающий только за один агент. Если у вас будет что-то повторяться, подумайте, оно реально повторяется, то есть это прям дубль, или это просто тип и подтип, или это два подтипа какого-то одного вида. Ну, понимаете, наверное, мой намек, что я клоню к ООП. Агенты как классы могут наследоваться друг от друга, могут наследоваться от некого общего родителя. Соответственно, если у них есть повторяющийся код, то либо один от другого пускай наследуется, либо они оба от еще кого-то более крутого. В названии метода, если у вас просто функция или просто класс, должно быть слово agent. Это реально упрощает поиск по коду. И объясняет неочевидный момент, почему функция внезапно начинает возвращать вот это вот function, свое имя. А так вы видите слово агент и понимаете, ага, наверное, это агент. Прям два признака, что это агент. И return странный, и агент в названии. Помогает. И вообще желательно, если у вас свой модуль и вы используете новое ядро, чтобы все агенты лежали все в одной папке. Тогда будет навигация просто уровнем бог. Все будет понятно, все будет, можно будет легко отыскать. Разработчики, которые будут поддерживать ваш проект, да и вы сами спустя неделю скажете сами себе спасибо. На экране пример сложного агента как раз вот по рекомендациям данный. Это отдельный класс. Он лежит в своем пространстве имен, предназначенном для агентов. Здесь подключаются классы V7 и стандартные битриксовые и кастомные. А также у нас есть волшебный метод run. Вот именно к этому методу run и создан агент. Check content updates agent. И там написано двоеточие, двоеточие, run. А вот этот метод run является такой точкой входа. Его задача вернуть агенту то, что нужно агенту. А семантическая операция вот здесь, в отдельном методе, я ее свернул, потому что она тоже большая, длинная, страшная. На сегодня получается все. Я думал, у нас еще есть пара слайдов. Классически напоминаю полезные ссылки на Bittrex тем, кто начинает учебу или продолжает после долгого перерыва. Напоминаю, что у нас с вами 4-я лабораторная работа. Посвящена она уже 2-му курсу Bittrex, похоже. Академии, я имею в виду. Да, события. Ну, конечно, 2-й курс. Вам нужно в рамках 4-й лабораторной работы немножечко углубиться в API Bittrex. До сих пор вы и так условно туда уходили. А теперь вам нужно получать связанные элементы. Как раз 3-й и 4-й урок здесь, в этом перечне, посвящен агентам и событиям, о которых мы сегодня говорили. У вас будут отложенные функции, собственные компоненты и теория про кэширование. Это все нужно сдавать 8 апреля. Очень жду, 8 апреля будет такое же занятие примерно в это же время. Если, понятно, что через неделю мы тоже, скорее всего, будем сидеть по домам, так что также не увидимся, также ждите видео на сайте Intervolga.ru и на нашем канале. Если у вас какие-то вопросы есть, пишите на почту. Вот вы на этой неделе молодцы, на этой неделе мне начали писать, уже начали меня заваливать вопросами, там у кого-то что-то не работает, кто-то мне видео на почту присылает, замечательно. Вот, в общем, я стараюсь всем помогать. Если я не могу применить чудеса телепатии и понять, что там вы видите, я попрошу вас сделать скриншот, попрошу вас прислать код, а если ни то, ни другое не поможет, и моя эрудиция все,
тогда я попрошу вас не стесняться, добавляться ко мне в Skype, звонить, показывать экран. Я буду говорить, куда пойти в Битриксе и что в Битриксе сделать, чтобы проблему вашу диагностировать и вылечить. На сегодня все. Всем спасибо, не болейте, следите за своим здоровьем, за здоровьем своих родных. До следующей недели. Пока.